Первые выходные июля принесли в Китайскую Народную Республику и соседний Вьетнам беспрецедентное по своей географии и масштабам природное бедствие. Метеослужба Китая сообщила, что территория региона подверглась одновременной атаке двух совершенно независимых, но одинаково разрушительных погодных суперсистем. По состоянию на 7 июля юг Китая и север Вьетнама ведут борьбу с последствиями первого в сезоне разрушительного тайфуна Майсак. В это же время северо-восточные китайские регионы ликвидируют последствия наводнения, вызванного вторжением арктических воздушных масс. Супершторм Майсак, зарегистрированный как 10-й тропический циклон в Тихоокеанском бассейне в 2026 году, начал оказывать влияние на береговую линию провинции Хайнань еще в ночь на 3 июля. К вечеру пятницы его глаз пересек побережье в районе главного курортного города Санья. Скорость устойчивого ветра в приземном слое составляла 23-25 метров в секунду, а отдельные порывы достигали ураганных 32 метров в секунду. Главной разрушительной силой Майсака стал не ветер, а колоссальный объем влаги. Метеорологическая станция Саньи зафиксировала за 8-часовой отрезок времени 398 миллиметров осадков. По сути, на город за треть суток обрушилась двухмесячная норма воды. Но Хайнань стал лишь началом бедствия. Накопив энергию над теплыми водами Тонкинского залива, Майсак взял курс на Юго-Восточную Азию. Во Вьетнаме его объявили тайфуном номер 1, главным штормовым вызовом лета 2026 года. В субботу вечером шторм совершил второй в своей истории выход на сушу, атаковав вьетнамскую провинцию Куангнинь. В приграничном городе Монкай ураганный ветер со скоростью 101 км в час с корнем вырывал деревья и превращал сорванные с крыш зданий металлические листы в летящие лезвия. Во Вьетнаме был объявлен режим повышенной готовности. Выход в море был закрыт, в портах укрылись от волнений более 56 тысяч рыболовецких и туристических судов. Главная туристическая жемчужина страны, бухта Халонг, полностью прекратила работу. На северо-востоке Вьетнама шторм вылил до 300 миллиметров осадков, создав серьезную угрозу оползней в горных провинциях. Только после этого, начав терять свою мощь и ослабевать до тропической депрессии, Майсак двинулся обратно, вглубь материкового Китая. Но если вам казалось, что 400 мм осадков на Хайнане – это предел, то приготовьтесь. Настоящий климатический ад Майсак приберег для приграничного китайского региона Гуанси. Именно здесь, в прибрежном городском округе Фанчэнган, шторм установил пугающий, почти немыслимый рекорд. Всего за 12 часов на город вылилось 997,1 мм осадков. Это фактически годовая норма региона, рухнувшая с неба за половину суток. Уровни местных рек за считанные часы пробили все возможные исторические максимумы и вышли из берегов, устремившись в жилые кварталы. В результате почти вся городская территория ушла под воду, а центральные улицы превратились в глубокие озера. Вода поднялась настолько высоко, что припаркованные автомобили скрывала по самые крыши. Местные жители описывают это как сильнейший и самый страшный паводок за последние 20 лет. Пока Майсак крушил побережье Вьетнама, на самом Хайнане развернулся транспортный коллапс.
Международный аэропорт Санья-Феникс отменил или перенаправил более 180 рейсов на материковые аэродромы Китая. В результате около 20 тысяч туристов оказались заблокированы как в самих терминалах, так и в прибрежных отелях без возможности покинуть остров. Морское и железнодорожное сообщение постигло та же участь. Было полностью остановлено движение паромов через пролив Цюньчжоу, который связывает с материком. Высокоскоростная железная дорога была полностью обесточена и остановлена из-за угрозы размыва путей и оползней. Из прибрежных деревень спасатели в экстренном порядке эвакуировали более 16 тысяч человек. Из-за повреждений линий электропередач элитные отели вдоль заливов Ялунвань и Дадунхай оказались обесточены и перешли на автономное аварийное энергоснабжение. Утром 4 июля, продвигаясь вглубь Китая в северном направлении, Майсак начал стремительно терять статус тропического шторма. Однако его внешние спиральные рукава вошли в слои атмосферы над центральным Китаем. Здесь, в провинции Цзянси, траектория умирающего шторма пересеклась с экстремально перегретой воздушной массой, которая несколько недель раскаляла регион. Этот контакт вызвал сильные конвективные явления. Резкий температурный контраст между ледяным воздухом верхних эшелонов тайфуна и раскаленной землей вызвал взрывное движение воздушных масс. Результатом этого атмосферного столкновения стал мощнейший шквал, который сокрушительной стеной обрушился на городской округ Цзиндэчжэн. За 3 часа этого сумасшедшего шквала в Цзиндэчжэне выпало более 100 мм осадков. Однако главным поражающим фактором стала вовсе не вода. Главным разрушителем стал ветер. Порывы сносили городские конструкции и сбивали людей с ног. Вечером 6 июля в самом сердце провинции Хубэй перегретый купол воздуха над центральным Китаем, который атаковали остатки тайфуна Майсак, обрушил на густонаселенный городской округ Хуанган разрушительный торнадо. Огромная вращающаяся воронка прошла в непосредственной близости от жилых кварталов. Ударная сила смерча была колоссальной. Вихрь с легкостью срывал обшивку зданий, переворачивал автомобили и рвал линии электропередач, из-за чего ночное небо озарялось зловещими зелеными вспышками от коротких замыканий. По предварительным данным сообщается о сотнях пострадавших от летящих обломков. Пока южные регионы боролись с тайфуном, на северо-востоке Китая, в провинции Ляонин, разыгралась еще одна погодная драма. Городской округ Фушунь, находящийся на расстоянии более 3000 километров от тайфуна Майсак, принял на себя сокрушительный удар стихии. Метеослужбы Китая подчеркивают, что события в Фушуне вообще никак не связаны с тайфуном Майсак. Это была другая погодная система. Огромный ледяной атмосферный фронт пришел со стороны Сибири и Монголии. Он столкнулся с теплым и влажным тихоокеанским воздухом. Обычно такие фронты проходят мимо, но здесь вмешался рельеф местности. Горы и холмы вокруг округа Фушунь буквально зажали этот шторм в тиски, не давая ему двигаться дальше. Гигантские грозовые тучи просто застряли над городом. Они накопили в себе миллиарды тонн влаги и в один момент буквально прорвались. За 6 часов непрерывного яростного ливня зафиксировали исторический максимум для этого региона – от 310 до почти 330 мм осадков. На город ночью обрушилась годовая норма осадков, которая моментально затопила все вокруг. 在抚顺南站啊，西路这一块儿，能开船出来的尽量别开车啊。 Именно внезапность стала главным поражающим фактором для города. Люди просто не успели среагировать. Вода прибывала со скоростью нескольких сантиметров в минуту. К полуночи 4 июля первые этажи жилых многоэтажек, подземные паркинги, больничные полуподвалы и промышленные зоны ушли под воду по грудь. Жители оказались заблокированы в ловушке в полной темноте.
К сожалению, эта катастрофа унесла человеческие жизни. Штаб по борьбе с наводнениями и засухой провинции Ляонин подтвердил гибель 3 человек. Погибшие были застигнуты стихией врасплох в низинных частях города. Вода хлынула так быстро, что они физически не смогли выбраться из затопленных помещений до прибытия экстренных служб. Масштаб бедствия потребовал экстренных мер. В зону ЧП оперативно выдвинулись спасатели. Используя надувные лодки и машины-амфибии, они всю ночь снимали людей с крыш затопленных автомобилей и зданий. В ходе этой изнурительной операции из водного плена удалось вызволить 3600 жителей. Текущее состояние инфраструктуры в Фушуне остается критическим. Паводковые воды размыли речные дамбы и уничтожили несколько сельских мостов, полностью отрезав пригород. Из-за затопления нарушено электроснабжение. 3 крупных района Фушуня до сих пор остаются без света и питьевой воды. Прямо сейчас на месте круглосуточно ведутся аварийные работы. Мобильные станции ведут откачку воды из жилых кварталов. Согласно вечернему бюллетеню Центрального метеобюро Китая, тайфун Майсак окончательно рассеется над горными системами материка в течение следующих 24 часов. Однако угроза сильной конвективной погоды, града и внезапных локальных ливней сохраняется для провинций Аньхуй и Хэбэй. Метеорологи предупреждают о высоком риске схода оползней из бассейнов средних и малых рек из-за сильного переувлажнения почвы. Земля в этих регионах просто физически больше не способна впитывать влагу. Климат меняется быстрее, чем города успевают к этому адаптироваться. Прошедшие выходные очередной раз показали, что современным государствам приходится держать оборону сразу на нескольких фронтах. К тому же сами мегаполисы становятся катализаторами экстремальной погоды. Огромные площади асфальта и бетона, кондиционеры и транспорт нагревают воздух над городами и одновременно не дают воде уходить в землю. Эпоха, когда можно было просто переждать шторм, закончилась. Городам придется меняться фундаментально, иначе каждый сезон дождей будет превращаться в военную хронику.